Всем привет! В этом видео я расскажу, что такое РТП и о трех популярных стратегиях по обыгрыванию онлайн-казино. Строго не судите, лайк, подписка, буду рад. Поехали! Легальные онлайн-казино опубликовали статистику возврата ставок своих слотов. У некоторых игр этот показатель превышает 100 и даже 200%. Что это означает и почему это плохо для казино? После многих лет существования нелегальных игорных заведений, некоторые пользователи уверены, что азартные игры – это исключительно обман и обдираловка. Но с момента принятия закона о легализации азартных игр начала формироваться новая культура гэмблинга. Главное отличие легального оператора от подпольщиков – использование сертифицированного ПО, за исправность которого отвечает сам разработчик. Иными словами, онлайн-казино выступает посредником между авторитетным поставщиком игорного оборудования и непосредственно игроком. Один из самых важных показателей исправности виртуальных игровых автоматов или слотов – РТП, или процент отдачи ставок игроку. Чем выше РТП, тем лучше. Дословно, РТП – Return to Player, что означает возврат игроку. Как можно догадаться по названию, РТП – это коэффициент, определяющий регулярность выплат слота, рассчитанный в соотношении ко всем сделанным ставкам и выражен в процентах. У большинства легальных онлайн-казино РТП разных слотов составляет больше 90%. Это означает, что большинство полученных денег виртуальными автоматами отдают игрокам. То есть, если за все время работы слот получил, например, 100 тысяч, а его РТП составляет 95%, 95 тысяч получат игроки в виде разных по размеру выигрышей. По показателям РТП каждого игрового автомата можно рассчитать, сколько зарабатывает казино на дистанции. РТП выше 100%. Миф или реальность? Некоторые слота действительно могут иметь РТП выше 100% и отдавать больше денег, чем они получают. Но такое случается очень редко и касается это отдельных игровых площадок. Суть такова: все проигранные деньги с разных площадок считаются на сервере, а выигрыш может быть в одном казино несколько раз. И получается, что казино заявляет, что РТП на такой-то слот больше, но на самом деле РТП не менялось разработчиком. Из-за этого, возможно, кажется, что слоты в разных казино играют по-разному. А вообще это сделано с целью рекламы. Казино же не говорит про понижение РТП, когда слоты выдали в другом казино огромный выигрыш, а в их казино стали безбожно жрать, так что РТП для отдельных площадок упало меньше некуда. Отдельно скажу, нам, как игрокам, РТП в принципе не важно. Так как с маленьким РТП слот может насыпать, нам нужна удача. РТП больше предназначен для казино, чтобы считать свою прибыль и следить за стабильностью работы слота. Стратегии. Можно ли обхитрить игровые автоматы? Я вас сразу разочарую. Нет, нельзя. Речь пойдет о трех популярных стратегиях, которые не работают. Плох тот игрок, который не мечтает обыграть онлайн-казино. Но возможно ли выиграть, полагаясь на расчет, а не на слепую удачу? Простейший поиск Google показывает, что миллионы людей ежедневно ищут способы выиграть в онлайн-казино при помощи различных хитроумных стратегий. Таких стратегий предполагается великое множество. Некоторые особо предприимчивые товарищи даже продают их за деньги, а также пишут книги и проводят различные семинары, вебинары и тренинги. Любой опытный игрок, не говоря уже о сотрудниках казино, скажет вам, что все это чушь. Стратегии не работают и не могут работать в принципе, поскольку чаще всего предполагают, что игрок в состоянии предвидеть поведение игрового автомата. А это в принципе невозможно, поскольку автоматы используют компьютерную программу, которая называется генератор случайных чисел. Каждый следующий спин в таком игровом автомате никак не связан с предыдущим. При каждом спине генератор выдает новую порцию случайных чисел, которые определяют, как именно остановятся барабаны. Каждое вращение барабанов слота является абсолютно независимым событием. Наблюдение за автоматами бесполезно, поскольку предыдущий спин никак не связан с будущим. Тем не менее, многие легковерные игроки предпочитают гуглить всевозможные стратегии, которые сулят им шансы раскрутить, как работают автоматы, и предугадать победу. Некоторые из этих стратегий стали особенно популярными и получили большее распределение в сети, даже несмотря на то, что они не работают, так же как и все остальные способы обхитрить казино. Мы коротко рассмотрим три самые популярные стратегии. Если вы где-то встретите упоминание о них, смело проходите мимо.
Поиск шаблона в игровых автоматах. Идея заключается в том, чтобы наблюдать за результатами спинов в течение длительного времени и найти некий шаблон поведения игрового автомата. Чаще всего верующие в эту стратегию ищут тут некий рисунок или зигзаг в виде символа, который выдает слот. Считается, что когда автомат готовится выдать большой выигрыш, он начинает подавать некие знаки в виде таких зигзагов. Это полная чушь. Как было сказано выше, каждый спин игрового автомата – это полностью независимое событие, и параметры этого события определяются генератором случайных чисел. Система по управлению деньгами. Еще одна популярная стратегия предусматривает не слежку за слотами, а контроль денежных затрат. Сторонники этой концепции предполагают устанавливать цели на выигрыш и ограничивать расходы на проигрыш. В основе этой стратегии лежит весьма сомнительная, если не назвать ее абсолютно бредовой, идея о том, что игровые автоматы постепенно приходят к выдаче большого выигрыша. То есть в сущности тут эксплуатируется то же заблуждение, что и в предыдущем пункте. Игроки ждут, что автомат постепенно разогревается перед выдачей крупного выигрыша. И согласно этой второй стратегии, в этот момент нужно тратить денег на увеличение ставки. Если же автомат холодный, то есть признаков предстоящей крупной выдачи денег нет, нужно ограничивать ставки. Популярная стратегия такого рода связана с числом 60%. Вы определяете свой игровой бюджет, и дальше вы должны выйти из игры, если проиграли либо выиграли 60% этого бюджета. В этой системе есть еще одно условие. Если вы ничего не выиграли после 10 спинов подряд, вы выходите из игры. Играйте и бегите. Очень популярная стратегия на всевозможных форумах. Ее суть сводится к тому, что за каждый слот нужно проводить не больше какого-то определенного короткого промежутка времени. Например, на каждый игровой автомат нужно тратить не больше 5 или 10 минут. Некоторые советуют поделить весь ваш запланированный игровой бюджет на части, которые позволят играть по 5 или 10 минут за каждым игровым автоматом. Вне зависимости от того, выиграли вы что-то или нет, через указанное количество времени вы должны поменять игровой автомат. Чем оправдана такая стратегия, совершенно не ясно. Учитывая, что генератор случайных чисел внутри игрового автомата не работает по расписанию, добиться какого-либо эффекта с помощью такой стратегии не представляет возможным. И все-таки можно ли обыграть игровые автоматы? Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие от игры. Делайте ставки соразмерные тому бюджету, который вы действительно можете себе позволить. И если вам повезет, вы можете выиграть. Другой успешной стратегии для игры в игровые автоматы не существует. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Также можете посмотреть видео на канале «Как не проиграть» или 10 советов начинающему игроку. Всем добра, берегите себя и близких.